Молодежная общественная организация «Мир» собирает подписи за возвращение астрономии в школьную программу. Проголосовать можно на сайте общественной организации. Раньше наука о космосе была отдельным предметом. В 90-х урок убрали из базисного плана, оставив лишь 5 часов в разделе физики. Сегодня, по опросам «Мира», более половины россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а астрология и астрономия — слова-синонимы. Для того, чтобы зарабатывать там где-то, работать, платить налоги, совсем не обязательно знать, что вокруг чего вращается. Вот. Но, в общем-то, так сказать, за страну обидно и жалко, потому что, так сказать, вот в других странах отношение совершенно иное. Буря усилилась до высшей степени опасности. И нам пришлось свернуть программу. В Москве прошел предпоказ фильма «Марсианин» картины культового режиссера Ридли Скотта. Сюжет по книге Энди Уэйра о спасении забытого на Красной планете астронавта Марка Уотни. Я пишу это в борт-журнал для истории. Я Марк Уотни. И я еще жив. Да, как видите. На премьерном показе были представители ракетно-космической отрасли и космонавты. Это вообще немножко даже где-то личная история, да, его главного героя зовут Марк, да, и постоянно перекладываешь на себя то, что он делает, говорит, и поэтому, да, действительно, и книгу я также таким ощущением читал. Мы очень похожи с ним по характеру, на самом деле. Если мы вовремя не дополучим припасы, мы погибнем. Фильм лично я ожидал, да, потому что я и книгу прочитал несколько раз, и те эмоции, те идеи, которые были в этой книге заложены, мне кажется, в фильме отображены. И поэтому фильм мне интересен. Конечно, техническую сторону обсуждать не готов, потому что здесь обсуждать нечего, потому что много неточностей. Они, видимо, и не были задачей, потому что задача Ридли Скотта была создать действительно эмоциональный фильм, сюжет интересный, где бы зритель мог посочувствовать герою, где-то погревать, где-то порадоваться. И это, мне кажется, удалось. В разгаре Всемирная неделя космоса. Полет советского спутника 4 октября 1957 года ознаменовал начало космической эры. В Москве в парке Красная Пресня, Сокольники, Музей космонавтики идут мероприятия, посвященные космическим достижениям. В столичном планетарии пройдут специальные программы, посвященные Луне и космическим телам. Экскурсоводы расскажут об освоении человеком космического пространства и покажут фильм телестудии Роскосмоса «Когда вернется Гагарин». Люди не хотят верить, что Гагарин погиб. Даже появился миф, что он просто улетел с самого секретного военного космодрома в Плесецке на новом корабле «Союз». Отправляясь в свой последний полет, Юрий наказал своей супруге Валентине непременно его дождаться. Когда звезд на небосводе особенно много, говорят, его верная жена всматривается в ночное небо и пытается найти планету своего любимого человека. Лично я еще хочу много летать в космос. Летать мне понравилось. Хочу слетать в Венере, Марсу, по-настоящему полетать. В сети появились фотографии высокого разрешения астронавтов НАСА на Луне. Энтузиаст Кип Тик на протяжении 15 лет собирал снимки лунной миссии по всемирной паутине. Посмотреть их можно на фотохостинге Flickr на странице Project Apollo Archive. Институт космических исследований анонсировал проект орбитального телескопа «Звездный патруль», который будет искать экзопланеты и отслеживать опасные небесные тела. Диаметр главного зеркала — 1,5 метра. Запуск на орбиту планируется в 2022 году.
На фотографии спутник Плутона Харон в высоком разрешении. Снимок сделан аппаратом «Новые горизонты» 14 июля. Но из-за огромного расстояния, разделяющего нашу планету и систему Плутона, данные были получены только в эти дни. Диаметр Харона 1200 километров. Вверху видна область, названная Мордор, царство тьмы из книги «Властелин колец». Фотография сделана российским астрономом Юрием Белецким в чилийской обсерватории Лас-Кампанас. Млечный путь над куполами телескопов, а справа — красная луна во время затмения. Галактика Сомбреро в инфракрасном цвете. Космический телескоп Спицер запечатлел галактику в созвездии Девы. Диаметр Сомбреро 50 тысяч световых лет. В 2 раза меньше нашей галактики Млечный путь. До Сомбреро 28 миллионов световых лет. «7 октября 1959 года человечество впервые увидело обратную сторону Луны. Советский зонд Луна-3 обогнул наш естественный спутник и сфотографировал его с помощью 2 объективов. Из-за сильных шумов изображение было плохого качества, однако снимки обеспечили приоритет Советскому Союзу в наименовании объектов на обратной стороне Луны. На карте появились названия Море Москвы, Курчатов, Лобачевский, Менделеев, Циолковский, а позже Королев, Гагарин и Комаров. Рекордное время, за которое удалось добраться от стартовой площадки до причала МКС – 5 часов 39 минут. Произошло это 29 мая 2013 года. Экипаж корабля «Союз Тыман-09М» во главе с командиром Федором Юрчихиным и бортинженерами Карен Найберг и Лукой Пармитано стартовали с космодрома Байконур в 12:30 по Москве и состыковались с модулем МКС «Рассвет» в 6:10. Такая 4-витковая схема полета к станции удобная, но более сложная. Человек через 8-9 часов невесомости, у него наступает первая жесткая волна привыкания, адаптации. Мы от этого уходим, потому что 6 часов мы уже состыковались, и она приходит уже в большом пространстве, где есть возможность уединиться, отдохнуть не в маленьком корабле, а в большом объеме, где есть гораздо более сильнее медицина и есть другие товарищи твои. Это первое. Второе. Доставка грузов, а это могут быть различные биологические эксперименты, медико-биологические эксперименты, эксперименты с животными, которые требуют непосредственно как можно быстрее из земных условий подключиться к борту, связанные с термостатированием, то есть поддержкой постоянной температуры. Одно дело тратить резервы автономного корабля, маленького «Союза», другое дело прийти на станцию, где есть огромная станция с солнечными батареями, электрическая станция, где достаточно электричества. Частицы нейтрино, излучаемые гамма-всплесками и взрывами сверхновых, преодолевают расстояние в миллиарды световых лет, неся информацию о самых ранних мгновениях жизни Вселенной. С их помощью ученые надеются разгадать тайны темной материи и понять, как устроена планета Земля. О новой уникальной научной установке – Байкальском глубоководном нейтринном телескопе в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.